Привет! Привет, убеленные аудиосединами меломаны! Сегодня я обращаюсь именно к вам. Сегодня будет вершина сравнения акустических систем в моем исполнении. Это сравнение колонок, построенных мною в 6 и в 7 сезоне. Отчего я назвал это вершиной своей деятельности для вас, для канала? Потому что в таких видео можно узнать больше о особенностях акустических систем, вернее их конструкции, которые влияют на звучание непосредственно. Больше, лучше можно понять, узнать, чем в описании, простом описании каких-то готовых акустических систем фабричного изготовления. У меня нет шансов сравниться с фабрикой по качеству, но создавая в этих сезонах эти акустические системы, я имел целью, поставил перед собой цель просто рассказать вам с нуля, как это конструируется, из чего состоит, что на что влияет, если возможно, если получится. Ну, в моей интерпретации, предположим, потому что их на самом деле может быть много. Любой конструктор, профессиональный конструктор акустических систем или, не знаю, колес автомобилей, он по-своему несколько изложит материал, и это для вас же хорошо, то есть метущийся аудиоум может быть удовлетворен самым неожиданным способом, даже профанским рассказом о тех же колонках каким-то человеком. Просто до вас он достучится, предположим, а я, предположим, не достучусь, хотя, конечно же, надеюсь и уповаю на то, что я смогу это сделать. Ну, вернее, я это делаю в каждом видео и разными словами, иногда повторяю одни и те же слова, и излагаю одни и те же, в общем-то, факты, одни и те же закономерности. Прошу вас вникнуть в то, что построение этих систем регламентируется стандартами, и выход за этот стандарт, он нежелателен по разным причинам. Как выход за стандарт, например, лечения зубов, с которыми у меня проблемы, вы, наверное, заметили. Если делать не так, как по регламенту, то мне, клиенту, будет хуже, и я это прекрасно понимаю. То же самое с акустическими системами, хотя не столь очевидно. Есть парадоксальные случаи, когда люди используют колонки отвратительного качества, совершенно не соответствующим стандартам, и при этом уверяют всех окружающих, что ничего подобного раньше не слышали, переслушал всю коллекцию своих треков музыки, что сравнивал с тем, наутилусами и мои лучше. Есть такие, и причем их много. Причем чем менее образован и осведомлен человек, тем с большей убедительностью он излагает свои мысли. Таким образом, я, как интеллигентный человек в 12-м поколении, как профессиональный разработчик аудиосистем, скромно и просто скажу, что ничего лучше я не слышал, причем каждая из этих систем или многих других систем тоже. Ну, это почти шутка. Дело в том, что оценить систему – это еще одна специальность, которая, в общем-то, особо не существует, но у меня, например, был бы больше интерес к мнению профессионального музыканта, например, который знает, как должна звучать его стратокастер гитара, или там барабаны его, или рояль, записанный в зале, каком-то известном зале. То есть, чем какой-то барыга с базара, который, в общем, не отягощен даже средним образованием и просто не в состоянии понять, что он говорит и о чем. Никого не хочу унизить. Каждый в своей нише что-то делает хорошее, полезное для всеобщего муравейника нашего. Просто сейчас мы говорим о колонках, поэтому я довольно категоричен в этом мнении. Каждый из вас будет столь же категоричен в своей специальности, уверяю вас. Если это не так, то я убежден, что у вас просто нет специальности. Мерчендайзер, может быть. Вот это я называю, что нет специальности. Хотя те тоже, конечно, есть. Лучше, хуже, успешнее и менее успешнее, ленивые там, в конце концов. Не знаю, что удалился. Да, не знаю просто, как вам подойти, как вам это подать сравнение, потому что оно на самом деле эпохально, как сказать. Очень важно в том плане, что здесь сравниваются две системы. Одна трехполосная, другая двухполосная. Эту систему я уже сравнивал с прототипом, построенным по трехполосному принципу, вот с этим высокочастотным звеном здесь. Вы могли это послушать при равных басовых динамиках, при равных резонаторах.
вы в этом сравнении можете услышать, как влияет 2 или 3 полосы на результат, на звучание. Здесь же я хочу показать, как больше динамик сражается с меньшим, да еще и в трехполосной реализации, это в двухполосной реализации. Вот это довольно такое, они должны звучать, заметно по-разному. Я не хочу употреблять сильных эпитетов каких-то особо фанатичных, но должно быть. С другой стороны, если звучание правильное, аутентичное звучание, это, например, файл оригинал, который я подкладываю к любому тесту, так вот, от него отличия, чем больше отличия, тем хуже колонка, вот так вот скажем. Не говоря о том, что environment, то есть окружение влияет при этой записи, но учитывая, что это писалось вот здесь, в равных условиях, то можно делать какие-то выводы. Хотя я, честно говоря, сделал бы выводы даже из коридора, если бы они были развернуты как-то в сторону. Потому что это слышно все просто. Причем сказать, чем лучше, что хуже, трудно. Можно только сказать, больше или меньше, это все отличается от оригинала. Еще раз, оригинал – это база, то есть с ней можно все сравнивать. И если вы не можете отличить от оригинала, то вот это вот и есть самая лучшая акустическая система. То же самое касается, кстати, усилителей, чего угодно, источников сигнала, форматов записи, чего угодно. То есть оригинал – это есть культ, то есть к нему надо стремиться. Это догма абсолютная, то есть я ее даже не оспаривать, не обсуждать не собираюсь. То есть можно получить звук ярче, насыщенней, басовитей, просто с другим перекошенным балансом, который вам лично может показаться лучше, причем еще и в вашем помещении, в вашей расстановке, на вашем стиле музыки. Но следует понять, что лучше оригинала быть не может. Это когда-то говорилось про Битлз, о том, что можно петь лучше, чем Битлз. Но вот как Битлз петь нельзя. И это правда. Есть много певцов, вокалистов, ладно, окей, или инструменталистов тем более, которые играют и поют лучше, чем Битлз. Но Битлз ценен тем аутентичностью. Вот. И звук тоже ценен аутентичностью. Идет борьба за приближение к этой аутентичности у вот этих способов реализации, способа транспорта вайбов к вам. От файла, от изначальной записи, которую записали, там, пускай в филармонии где-нибудь, ваш дом к вашим ушам. Да, но в наушниках много шансов получить близкое достаточно звучание, но это не то будет. Это построение сцены, звучание самого помещения, которое как бы больше в родном окружении вы слышите любимую музыку, и это в психоакустике как-то называется, что это более ценно, чем звук, доставленный к вам в ушные раковины, тем более непосредственно. К тому же там все надо, чтобы соответствовало кривой Хармана, то есть там свои предискажения, которые еще больше курочат сигнал и отдаляют его таким образом от оригинала, но при этом все-таки меньше теряют, чем иногда это все теряется в помещении с каким-то, заметьте, усилителем, какими-то колонками, динамиками, фильтрами. Кстати, о фильтрах. В обзорах этих систем 6 и 7 сезона, напомню, я рассказывал о простейшем кроссовере, который был здесь, и сложнейшем, который был здесь. Причем я половину, что можно было бы, там не применил. Никаких компенсаторов Бушера, там, ничего вот этого. Вот. Я это достиг каким-то там другим способом, то есть событийным, кстати. Нельзя их рекомендовать, эти способы, для применения повсеместно. Но тут как раз правил особо-то нету. Правило есть, чтобы получить некий результат. Так вот, к этому результату можно прийти разными путями. Можно прийти с помощью однополосного динамика в щите. Вот любимая тема некоторыми людьми. Или в рупоре, например, backloaded horn, например, какой-нибудь, или front-loaded horn, вообще это супер было бы. Оно бы занимало полкомнаты, правда, но это уже такая история. Или с двухполосной системой, то есть делегировав некие высокие частоты, сибилянты. Это, кстати, не ругательство, это не негативное слово, это просто часть сигнала музыкального, который производится при любом исполнении. Так вот. Часть делегируется некому иному излучателю, но при этом возникает кроссовер, некое деление, причем пассивное деление. Я говорю только о пассивных колонках сейчас.
никаких активных вот этих ДСП, ничего пока не участвует. Мы говорим о благородном стерео. Так вот, фильтр вот этот появляется, он корочит фазу, он делает нелинейным, трак. Вот был линейный, вот стал нелинейный, но зато вот высокие частоты там до 25 кГц или до скольки там, я не помню, что там у него написано. Здесь нету твиттеров, но неважно. Или вот здесь, вот тут до 40 кГц, например, спокойно, вернее, она вообще-то до 100, но регламентируется до 40 кГц. Зачем нужен звук выше 20 кГц? И как я, такой старый человек, вообще хоть что-то слышу? Это я в другом видео рассказывал, и если вы этого не понимаете, то боюсь, что остальное тоже вам потраченное пустое время. Здесь делегируется отдельно на самые высокие частоты и отдельно на нежный голосовой диапазон, у которого очень высокая узнаваемость. То есть мы этот диапазон, это, собственно, человеческий голос, знаем лучше других диапазонов. И нас труднее в этом обмануть. Потому что как бухает барабан бочка, мы с вами можем только догадываться. Об этом знает только сам барабанщик, когда выключен микрофон, и он сам подбирает какие-то там режимы работы, подтягивает, настраивает эту мембрану под какие-то там известные ему критерии и так далее. Мы с вами не знаем, можем только догадываться. Вот как звучит голос, вот мой голос, например, для вас. Вы совершенно точно мой голос отличите из коридора, еще откуда-то, от голоса любого другого мужчины, почти любого другого. Я не потому, что мой голос какой-то особенный, но голос каждого особенный. К тому же с моей дикцией, которую вы заметили, трудно перепутать. Так вот, в этом диапазоне очень важна достоверность звучания. И здесь, отдав вот этот самый нежный диапазон очень легкому купольному динамику, который мне предоставила компания Tank Band, шансов больше получить, чем от этот же диапазон голосовой, вот от этого динамика, который играет и бас-бочку, трясет, и бас-гитара ходит ходуном, и вот этот диапазон, который я сказал. То есть ему тяжело. Он занят одним, причем с большой амплитудой, максимальной. А голосовой диапазон, он еле-еле управляет мембраной. Такой большой, к тому же. Назовем это тормознутый, потому что она на резине все-таки выполнена. Кстати, это еще один аспект различия вот этих двух систем. Здесь резины нет вообще. Резина я называю резиновые подвесы вот этих динамиков, которые обеспечивают относительно длинный их ход. Здесь резины нет вообще. Это текстиль, это тоже что-то там, не знаю. Здесь, понятно, тоже ничего такого нет. То есть это все короткоходы. Это вот один полудлинный ход, назовем это так. И, твиттер титановый, известный очень, который я, кстати, сравнивал с другими твиттерами, с какими-то шелковыми куполами на анализаторе Клипеля, и этот выиграл там 100 раз сразу, то есть, и улетел от них далеко по качеству вперед. Но он может проиграть только вот этому, который вообще не реагирует на... у которого нету искажений, вызванных неравномерным движением нету. Почти нету. Да. Так вот, видите, различия какое. Во-первых, полосы. Во-вторых, способ достижения баса. Это первостепенная вообще задача от динамика, от электродинамического преобразователя. Это преобразовать электрический сигнал в бас. Потому что высокие частоты, более-менее это очевидно делают, а вот бас это нужно двинуть какую-то массу воздуха со значительной скоростью и звуковым давлением, то есть создать звуковое давление за счет большой массы. Ее можно достигнуть либо большим динамиком и коротким ходом за счет площади диффузора, она здесь почти в половину больше, чем здесь, либо длинным ходом небольшой площади диффузора. То есть, когда этот уже сбегал туда и обратно, этот только возвращается. Понимаете, в чем дело? Потому что резиновый подвес, тяжелый сравнительно подвесная система, инерционна. Здесь она менее инерционная. Вот это очень важно понимать. Кстати, как вы думаете, какая из этих двух систем настроена пониже? Давайте проверим. Для того, чтобы понять организацию резонаторов этих систем, давайте рассмотрим их кривые импеданса, именно басовых звеньев. Вот перед вами кривая 7-го сезона
импеданс вуфера. Вот перед вами кривая 6-го сезона импеданс вуфера. Давайте их сложим вместе и сравним. Вот такой вот график перед нами предстал, из которого видно, что 6-й сезон, вот эти вот малыши на динамичках СИС настроены глубже в резонаторе, чем огромный в сравнении динамик от Monochord. Он настроен грубо на 49, наверное, Гц, а СИС настроен на, наверное, 40 Гц. Вот такие вот дела. В общем, нелогично, казалось бы, вывод. Однако, конечно, за счет своей массы, площади, вернее, и двигающейся поверхности воздуха, которую толкает перед собой диффузор басового динамика 10 дюймов Monochord, его звучание может показаться даже более фундаментальным, чем у маленького СИСа, настроенного ниже. Неожиданно, не правда ли? Ничего необычного. В самом деле, эта акустическая система басит несколько убедительнее, чем это, несмотря на то, что там, в том диапазоне заметно выше настроено, чем это. Кстати, давайте я вам покажу, как работают барабаны коротенько. Сначала на этой системе. Теперь на этой системе. Признаться, я не знаю, что вы там услышали, потому что ваши акустические системы еще по-своему обезобразят этот звук. Конечно, они хорошие, я же не сомневаюсь. И к тому же вы к ним привыкли, поэтому вам, возможно, и удастся что-то в этом всем услышать. И таким образом, несмотря на более высокую настройку, эта система звучит массивнее, убедительнее, плотнее, что ли, чем это. Это звучит более изящно, утонченно, хотя резкий звук металлического купола твиттера я бы, пожалуй, не выбрал. Но это дорогая штука и желанная многими аудиолюбителями и любимая. Возможно, этим достигается некий баланс, пускай жесткий, окей, но быстрый. Потому что этот тормознутый динамик басовый, этот жесткий и быстрый, он фронт отрабатывает лучше и маскирует вот эту затяжку, с которой отрабатывает фронт этот динамик. Возможно, так. То есть тут можно объяснять, смотря что вы хотите. Если вы хотите обгадить какую-либо систему, надо одно говорить. Если вы хотите ее выгородить, похвалить, выгородить перед другими решениями, надо другое говорить. Я же говорю объективно, потому что это я не продаю. Вот когда мне говорят, что я Эдифар продаю, так я, конечно, его не продаю, у меня его никогда не было. Но это уж тем более я продать не могу. В смысле, это самодельные колонки, это макеты фактически, сделанные мною, наивным этим самым столяром, слесарем у себя в хобби-келлер, в подвале, в кладовке. Кстати, накупил кучу инструмента из-за этого, что нужно было делать вот эти вот системы. Думал, там сперва пилой выпаление. Пилой дырки круглые не крутятся. Значит, пришлось электролобзик купить. Кончилось тем, что я из Киева привез себе фрезер ручной. Правда, или воспользовался, я уже не помню. С покраской тоже много было проблем. Короче, это не товар, это макет, это иллюстрация того, как оно может работать, как работает тот или иной компонент, аудиокомпонент от того или иного производителя этих компонентов. Каждый из них решает это, кстати говоря, по-своему. То есть, если Транкбенд тоже выпускает там и твиттеры, и вуферы. И вот если взять те решения, собрать чисто на Транкбенде, то получится еще какой-то букет. И бесконечная история это. То есть никогда не будет какого-то идеала. Мы никогда не услышим одинаковый звук оригинала с звучанием какой-то акустической системы. Уже не говоря о том, что она звучит в обычном окружении каком-то, а не в открытом поле. Можно без эховой камеры ее включить. И там, я слышал, я могу сказать, что это грустная картина. Непривычная скорее. Когда в полнейшей тишине играет знакомая музыка, ты ждешь вот этих отражений, реакции комнаты, чтобы комната порадовалась с тобой вместе тому, что ты слышишь, а она не радуется, ее нет просто. Короче, это
ужасно. Ну и кроме того, фазоинверторы здесь направлены назад. Оба, вы знаете, это я сам придумал, такой вот фазоинвертор вдоль задней стенки. Там, ну, короче говоря, добиваясь каких-то там эффектов, неважно, направлен назад фазоинвертор, то есть в безэховой камере он не будет вообще работать. То есть уже резонатора не будет. В таком случае имела бы преимущество колонка в закрытом оформлении. Силы, так называемым. Но этим я не занимаюсь, потому что я все-таки басофил. Слушаю это все с сабвуфером. Все, что вы сегодня уже слышали, еще услышите дальше. Это было записано, естественно, без сабвуфера. Так вот, я так, ну, очень редко слушаю. Ну, очень. Там какие-то вокальные там, откровения, не знаю. Да, вообще любую музыку с ритмичным сопровождением, с бас-гитарой, даже с вот с контрабасом может быть без сабвуфера. А вот с бас-гитарой все-таки я уже бы предпочел сабвуфер, потому что там бас достигается не как в контрабасе, чистым открытым звучанием струны в резонаторе, вот этой деки огромной, а электрическим способом и рассчитан на более плотную подачу, такую в более узком, или не узком спектре, а как это сказать, сформированным определенным образом спектром. А сформирует, правильно сказать, этот спектр, собственно, музыкант. И получим ли мы с вами со своими колонками тот букет, над которым он трудился, не факт. Вот я не знаю, честно сказать, не уверен. Скорее всего, нет. Поэтому их труды как бы, не напрасны, конечно. В конце концов, задача звукорежиссера при этом как-то согласовав с этим бас-гитаристом, что он, собственно, хочет, все это дело прикрутить правильно. Такие дела, дорогие друзья. Сейчас я вам дам послушать свой старый набор треков и пишите, что вы думаете по этому поводу. Этот выпуск я действительно считаю очень важным для понимания конструкции акустических систем, той или иной модели акустической системы. Вы можете это применить к анализу своих колонок, какие бы они у вас ни были. Вы сразу увидите из того, что я сказал, вот этих числе фильтров, разделений, которые вносят искажения, о преобразователях там на резине, на текстиле, вы сразу увидите какие-то нюансы, оттенки, которые раньше, возможно, не придавали значения, они в то же время являются буквально определяющими цену, в том числе этого вашего изделия, устройства, и потребительскую ценность, и, в общем, ценность материальную, за которую его можно купить или продать. Такие дела. Всем пока, auf Wiedersehen, дорогие мои.